Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Сегодня у нас продолжение про знаков зодиака, и сегодня у нас мужчина-стрелец. Я думала, что я про деву написала очень много, но что-то у меня про мужчин становится все больше и больше. Хотелось мне как бы сократить, а теперь хочется написать все-таки более подробно, поэтому у меня уже еще больше страниц про стрельца. Знак интересный. И кто первый раз на канале, я повторю, что я не астролог, это у меня хобби. Я люблю наблюдать за чертами характерами, за поведением людей и выявлять наиболее яркие проявления характера того или иного знака. За кадром у меня пищат птички, так что не обращайте на них внимания, они как бы со мной разговаривают, поддерживают разговор. Поехали, значит. Кто у нас мужчина-стрелец? Стрелец – это чисто мужской знак. Я сделала пометки, еще раз говорю, чтобы ваше время не тратить, чтобы быстро, потому что много сказать хочется, иначе меня понесет. Чисто мужской знак – добрый, дружелюбный, оптимистичный, яркий и уверенный в себе. Огонь – это всегда созидательная и неиссякающая энергия. Но с огнем надо, конечно, уметь правильно обращаться, сами понимаете. Стрельцы эрудированные во многих областях и не теоретически, а практически. Поэтому у них прекрасно подвешен язык. Они реально расскажут вам, как вот это, то или иное действие или там работа какая-то есть на самом деле, без всяких вот теоретических предположений. То есть это обязательно они будут знать, как это на самом деле делается. Они непринужденно завоюют своим красноречием всеобщее внимание. Стрелец мужчина почти всегда обеспечен. Он умеет радоваться жизни, радоваться тому, что другим кажется какой-то незначительной, неважной мелочью. Они очень преданы и не склонны к разводам. Также точно с друзьями. Вот у них друзья обычно остаются на всю жизнь. Они очень любят свободу, и на стрельцов невозможно вообще никак влиять или как-то переубедить их в чем-то, если он уже для себя принял какую-то ситуацию как факт. Но они внимательны к близким, могут проанализировать каждого члена семьи и точно оценить. Почему он это делает? Потому что для него это важно. Он коммуницирует с этими людьми постоянно, и поэтому он создает в своей семье или в месте, где он с другими людьми коммуницирует, комфортные отношения. Стрельцы, как правило, эгоисты, но вот тут я бы добавила, эгоисты в хорошем смысле этого слова. Они видят истинную суть вещей. Некоторым людям это не нравится, так как они не понимают действий или слов стрельца. И иногда этим отталкивают от себя людей. Но опять, тут нужно ваше внимание. Это правильное отсеивание. Этим людям нужно быть отсеянными. У стрельцов это врожденное, вот своим поведением, как бы мутить ил, скажем образно, и чтобы наконец стало понятно, что это, или в данном случае, кто это на самом деле, и вот скрывается под слоем этого ила и прикидывается тем, кем он не является. Стрельцы – честные люди. Они вообще не понимают, для чего люди прибегают к лжи. Сами они до того честные, что могут прямо в лицо женщине, там, допустим, когда у нее день рождения, на корпоративе сказать, как она прекрасно выглядит в свои 45, допустим, да? И это может вызвать неоднозначную реакцию. Стрелец от души вам сделал комплимент. Он так видит и чувствует. Но люди могут не оценить такой комплимент. И женщина, которая скрывает, допустим, свой возраст, она может не замужем там или еще что-то, то есть он об этом не думает, она может тоже обидеться на это. Вообще я не понимаю этой канители вот с этим скрыванием своего возраста. Я не понимаю. Мои года, мое же богатство или нет. В общем, они иногда слишком прямолинейно высказываются. Они не понимают и не хотят придавать этому важность,
с чем, кстати, я лично совершенно согласна, что людям может быть неприятно или больно что-то слышать. Но знаете одно, он скажет так, как он думает, без прикрас, и, возможно, лучше в этом случае не обидеться, а задуматься. Стрельцы в конечном счете приходят все с возрастом к тому, что они занимаются тем, что им интересно. Несмотря на то, что, возможно, в юности они получили какую-то другую профессию в другой сфере. Они не пойдут на какую-то выгодную или престижную должность, потому что им подвернулась, допустим, такая возможность, или их приглашают в кресло директора, что часто встречается, и так далее. То есть они никогда не пойдут туда, если они сами этого не хотят, а просто, допустим, из-за больших денег. Они не склонны брать на себя ответственность за слишком большое количество людей или взваливать на себя кучу обязанностей на работе. Потому что стрелец – свободолюбивый знак, а вышеуказанные вот эти положения этого не подразумевают. Они ищут работу, где они смогут сами распоряжаться своим временем, а не, например, с 8 до 5 и пошел домой. Лучше, если им надо будет даже часто мотаться вот в командировке, им нужно физическое движение или работа, связанная с какими-то разъездами. Они любят постоянно самосовершенствоваться, и не только в теории, но обязательно на практике. Стрельцы, как и рыбы, находятся под покровительством Юпитера, поэтому у них обоих знаков этих очень оптимистичный взгляд на жизнь. Они легки на подъем, рядом с ними всегда приятно находиться, всегда хочется улыбаться. Вот удивительно, но вот этого никогда не скажешь про женщин-стрельцов. Почему я сказала, это мужской знак? Есть знаки, где женщина и мужчина, вот рыбы те же, например, они где-то как-то похожи, а есть знаки, которые вообще не похожи друг на друга. Вот стрелец совершенно, женщина и мужчина не похожи по характеру друг на друга. Это больше мужской знак. Это даже не то, что больше, это явно мужской знак. Это, знаете, вот мужские качества, они украшают мужчину, допустим, но эти же мужские качества делают женщину менее женственной. Или вот, например, я знаю пару, у них двойняшки, мальчик и девочка, и оба, и мальчик, и девочка, похожи на папу, а папа очень даже симпатичный такой мужчина. И что получается? Что мальчик очень симпатичный, потому что он похож на папу, а девочка уже нет, несмотря на то, что она тоже похожа на папу. Вот так и у стрельцов. Надеюсь, вы поняли то, что я сказала. Поехали дальше. Стрельцы-мужчины никогда не впадают в депрессии, не подвержены пессимизму, всегда поддержат и морально, и материально, и физически, и в дом вас пустят, если надо. И, в общем, чем могут, тем помогут другим людям. Они очень отзывчивы. Стрельцы волшебным, но позитивным образом, внимание, могут влиять на трансформации судеб окружающих его людей. Они одним словом могут поменять взгляд на свою жизнь другого человека. Вот заметьте, у кого есть стрельцы, понаблюдайте. Они чувствительны, и им не безразлична судьба каких-то людей, животных или вообще того, что происходит с миром. Если вы скажете, что, допустим, и вас это беспокоит, то, например, увидя бедного щенка на улице, стрелец узнает, пойдет, он не поленится, узнает, чей он. В крайнем случае, если он его, допустим, не найдет никого и не пристроит, он заберет его себе. А люди часто сердоболят, скажем так, только в своей голове или вербально где-то там в толпе, и ничего конкретного не делают. Вот огненные знаки это будут делать. От неприятностей вот подобного рода стрельцы иногда приобретают вредные привычки. Просто, видимо, из-за переживания или просто не могут от каких-то привычек избавиться, потому что близко к сердцу принимают это. Например, от курения не могут избавиться. Стрельцы все индивидуалисты, и им не важно вообще, что о них подумают другие. Их общественное мнение не интересует вообще. Они по большей части очень талантливы в чем-то, а точнее сказать, у них мультиталант в каких-то разных совершенно направлениях. Они прекрасно знают, на что они способны, они хорошо чувствуют себя, я имею в виду, не чувствуют себя хорошо в плане здоровья, они чувствуют свое
тело и свой разум, чувствует это именно себя в прямом смысле этого слова. И потому некоторых людей их спокойно, уверенное поведение раздражает. Но я уже говорила о том, что это естественный отсев ненужных людей на дороге стрельца. Брэд Питт, кстати, стрелец, что-то я вспомнила. Гороскопы утверждают, что стрельцы все нетерпеливые, не разбираются в деталях и не могут долго усидеть на месте. Настолько у них энергии много. Вообще не могу с этим согласиться, смотря какие детали. Они как раз могут очень тонко уловить все детали в человеке. Или, например, часами разбирать принцип построения там, черновиков или стихов Пушкина. Или, я не знаю, какие-то упражнения. Или наблюдать за каким-то животным, потому что им это интересно. Поэтому все зависит от их заинтересованности. Стрельцы очень-очень смелые люди. Они смелые не бесшабашно, вот так, и там прыгнуть куда-то не туда. Нет, они продумывают риски, что можно сделать, как себе помочь в опасной ситуации, и потом они идут на риск с расчетом на свои силы и успех. И у них всегда все получается, потому что они стратегией и мыслями, они уже эту ситуацию прожили. Если у вас муж стрелец, вам нечего бояться. Они занимаются разными видами спорта, часто экстремальными, очень хорошо плавают. Вообще они готовы, знаете, к соревнованиям на выживание, скажем так. Они и сами выживут там, и другим помогут. Очень любят новые места, вот бродить, путешествовать. Это прямо вот стрельцовое такое. Стрельца также всегда видно в компании. Они любят собираться в хорошие, шумные компании из приятных их сердцу людей, друзей. И стрельца там очень заметно. Он обязательно выступит в каком-то амплуа, таком запоминающем. Стрельцы очень красноречивы, могут придумать какой-то выдающийся тост за столом. Стрельцы очень любят справедливость, поэтому обязательно встрянут, если увидят, что кто-то кого-то обижает, по их мнению. Мимо они точно не пройдут. Это вот они бросаются в прорубь за тонущим животным, пока другие причитают или вообще, что часто в видео видно, равнодушно проходят мимо. Вот у меня папа стрелец, и я несколько раз сама просто была свидетелем того, что он ни секунды не раздумывая бросался в воду, вот на море сколько раз было, и спасал людей. Вообще много случаев происходило на моих глазах. То есть я живой свидетель, что так они действительно и делают. Поэтому у стрельцов друзья выбраны тщательно и на всю жизнь. И если вдруг кто-то проявит себя из окружения как врун, там какой-то манипулятор с какими-то там такими корыстными целями, с ним будет порвано тут же. Но обычно среди вот именно его друзей такого не бывает. Это бывает среди каких-то мало знакомых людей. Стрельцы любят порядок в своих вещах, но не до сумасшествия и без фанатизма. Они не любят домашнюю бухгалтерию, не планируют ничего. Есть деньги – отлично, будут потрачены. Нет денег – ну нет так нет. Они не будут копить на что-то там долго и усердно, они вот живут моментом прямо сейчас, чего многие, кстати, не умеют. И потом жене стрельца надо это просто принять, что другим он не будет. И если что, просто самой планировать трату финансов и не грузить этим мужа стрельца. Ему легче заработать, чем думать, как и куда это выгодно и нужно потратить. Но если это будет надо, то они вдвоем могут сесть и сделать это только быстро и четко, не тратя как бы много времени на этот процесс. Если стрелец влюбляется, то обычно навсегда он очаровывается женщиной или там девушкой без разницы и даже забывает про свои увлечения, чего обычно за ним не наблюдается. В них самих все влюбляются, в стрельцов, так как он веселый, остроумный, без намеков, и в молодости многие считают его ловеласом. Ему самому нравятся женщины яркой внешности, естественной красоты, не такой, не наколотой там никакой.
следящий за собой обязательно, это для них прям критерий важный. И обязательно с похожим чувством юмора, и чтобы женщина была эрудирована. Они же будут вместе появляться в компаниях, чтобы, понятное дело, она как бы могла общаться с друзьями. Поэтому просто вот красивая хозяйка, хозяйственная, которая делает уют дома, это не вариант стрельца. Ему надо с ней на равных разговаривать и полностью ей доверять. Она должна пользоваться успехом и восхищать других мужчин, но быть для них абсолютно недоступной. Даже никаких намеков, чтобы не было. Стрельцы – мастера секса. Этим все сказано. Потом позже в браке стрелец, вот он с удовольствием ездит куда-то с семьей отдыхать, он с удовольствием проводит время с ним, но ему нужны дополнительно поездки с друзьями, коллегами, допустим, куда-то отдельно от семьи или командировки, и не потому, что он там гуляет, как это многие любят делать, ему нужно это для расслабления, для перезарядки, это абсолютно для него нормально и не опасно для семьи. Стрелец также очень классный отец. Все покажет на практике, обучит, даст попробовать на деле. Новорожденных детей или внуков они боятся брать в руки. Им кажется, что дети слишком хрупкие, и как бы они так отстраняются немножко. До того момента, когда ребеночек чуть-чуть подрастет, и уже можно будет с ними что-то мастерить, играть, ходить в поход. Он ответит абсолютно на все вопросы ребенка подробно, так, чтобы ребенку была эта информация реально в жизни полезна. И это для него важно. Стрелец, он всегда за справедливость, это касается работы, и если проблемы, например, в школе у ребенка, он любому скажет так, как есть, то, что он думает, в лицо, при всех, его абсолютно не останавливает никакое там положение или титул человека. Стрельцы очень часто отличные работники. Правда, у них проблема приходить, допустим, вовремя куда-то, но он обязательно предупредит. В общем, выкрутиться из такой ситуации легко. Главное, результат же. Все равно по результату все как бы оценивается, а не сколько времени ты на это потратил. У стрельцов нет никаких рамок поведения. Они умеют применить свои знания и могут добиться огромных высот для себя, вот так, как он решил. Вот занять какое-то такое вот ответственное место они часто не хотят. Потому что они могут быть уверенными только в себе. Они не могут 100% положиться на других людей. Поэтому не желают с этим связываться. А так их самих очень легко продвигают по карьерной лестнице, потому что стрельцы умеют работать с энтузиазмом, и у них в голове рождается море идей. В молодости они практически не болеют, только уже в зрелом возрасте начинают повнимательнее как бы прислушиваться к себе, но могут иметь травмы и в молодом возрасте, так как они любят, вот их тянет на экстрим, они очень активны. Они, как и львы, изучают только те вещи в школе, в институте и по жизни, которые им полезны, и они видят их практическое применение. Стрельцы никогда не сделают вам гадость. Они сами честные и поэтому очень доверчивы. И это может принести им вред. Вот заметьте, что все огненные знаки, как дети, они непосредственные, и все говорят как есть, ничего не скрывая. И иногда дают слишком много информации тому, кому не стоит ее давать. Любят учиться и потом передавать свои знания другим. Могут даже стать легко учеными. Он первым бросится на помощь. Они философы, так как не замечают мелочей. С удовольствием подпишутся на какую-нибудь авантюру ради интереса. Если стрельца вывести из себя, и это практически невозможно, ну, допустим, да, то вы тогда услышите очень колкие слова в ваш адрес. С другой стороны, он любую скучную поездку, например, в купе поезда, превратить в увлекательное путешествие. Может поддержать любую тему и развить разговор. И это будет всем очень интересно, и все будут в этом участвовать, и никто не будет скучать всю дорогу. В гороскопах пишут, что стрелец очень шумный и может утомить. Это неправда, они тоже любят покой и тишину. Я не могу сказать, что они ленивые и недисциплинированы. Нет, они настолько хорошо чувствуют себя и свое тело, когда им необходим сон,
когда нужно что-то сделать. И это иногда не вписывается, понимаете, в общепринятые, в общепринятые отрезки рабочего времени, скажем так. Любят азартные игры, карты, любят бильярд, шахматы, нарды, залезут на скалу, прыгнут с парашюта, занимаются борьбой, другими видами спорта, теннисом, бегом. В общем, такие активные товарищи. С ними не соскучишься, они очень эксцентричны. Они не будут настаивать на взаимности, если девушка ему скажет нет. Например, он ей предложил что-то там, дружбу, как это, руку и сердце, а она скажет нет. Нет, с легкостью найдется, даже он искать не будет, другая женщина. Они его постоянно окружают. Зато если он вообще затронул тему любви, то женщине можно вообще не сомневаться то, что он любит, а не по каким-то другим причинам он с вами. У всех стрельцов развиты лингвистические способности. Они могут красиво писать письма или даже стихи. Со стрельцом можно спокойно идти на разведку или пойти на ночной сеанс в кино, потому что с ним не страшно, он найдет способ вас защитить. Очень любит музыку, сам может играть на каком-нибудь инструменте, у него прекрасное, иногда такое спокойное чувство юмора, он как бы скажет что-то невзначай, а потом вы будете 2 недели смеяться, вспоминая это. В гороскопах пишут, что с рыбами сложный союз. Я думаю, что с рыбами как раз у Стрельца идеальный вариант брака, потому что у них общий Юпитер, и они поймут взгляды друг друга идеально, как никто другой. В общем, подводя итог, скажу вам, что Стрелец непростой для некоторых, но надежный и хороший знак, рекомендую. Вот так я вижу вас, мужчины-стрельцы. Пишите свои мнения в комментарии и пишите те, у кого Стрелец в семье или в окружении. Так ли, похоже ли описание? Я вижу вас так. Я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами была Наташа. Пока.